Forza Horizon 6 — это одна из самых ожидаемых игр. И не только этого года, но и вообще среди аркадных гонок, среди всего жанра. Она буквально становится переломным событием. И все потому, что серия, задававшая тренды, уже долгое время буксует, топчется на месте. Последняя 5-я часть в свое время стала просто лучшей Форзой. Не лучшей аркадной гонкой, не лучшим автофестивалем. Это была идеально отполированная часть серии. Ни больше и не меньше. Поэтому вокруг 6-й Horizon столько обсуждений, споров, ожиданий и недоверия. Сегодня же я и хочу об этом поговорить. Возможно, даже развеять некоторые ваши опасения. Фанаты уже долгое время ждут Форзу в Японии. Это, можно сказать, была некая мечта комьюнити, потому что тут будут и красивые виды, максимально разные локации от современного города до средневекового замка, а самое главное — это местная автокультура. И все это создает достаточно опасную почву для разработчиков. Им нельзя обосраться. Все должно быть идеально, чтобы старые игроки были довольны, но при этом важно сохранить широкую аудиторию, заинтересовать новую. В общем, разработчики сейчас в достаточно опасном положении. И сможет ли Forza Horizon 6 стать новой главой в серии? Или же похоронит себя окончательно? Мне все-таки кажется, что она станет успешной. И не только в финансовом плане, но и вернет веру игроков. Нам уже показали важные моменты не только в трейлерах, но и в интервью, в отсылках, комментариях. Forza Horizon долгое время была эталоном среди аркадных гоночных игр. Одна из лучших физик, разрабы не боялись экспериментировать с режимами, разные сезоны, огромнейший выбор авто. Но после 4-й части они начали буксовать. Да, 5-я была с идеальной физикой, звуки в ней великолепные, графон невероятный, но она потеряла свой шарм. Большая часть Мексики — это пустыня, пара небольших городков, джунгли, а различия между весной, зимой или летом почти никаких. Главной проблемой стало однообразие во всем, и чувство фестиваля у многих игроков просто исчезло. Если в старых Форзах новые машины — это прям подарок, то в 5-й их всегда сыпало слишком много. И единственным интересом оставалось лишь добывать определенные автомобили из каких-то фильмов, игр или из своих мечтаний. Это было одной из ключевых проблем, и разработчики ее решили. Они обратились к прошлому и взяли главную идею с первой Форзы. В 6-й части будет более явная прогрессия. Мы начинаем за обычного туриста и только с прохождением получаем все новые специализации. Примерно похожее было в дополнении Hot Wheels, где прогрессия была более явной, структурированной, что выделялось на фоне основной игры. Разработчики наконец-то поняли, что людям это нравится, что им нужна понятная структура прокачки и решили вернуться к этой формуле. Также полностью переработали активности. Они станут открываться постепенно, что даст игрокам явную цель в своих путешествиях. Конечно, я уверен, что останется система признания, можно будет выполнять внутренние ачивки и после щеголять этим. Но разработчики заявили, что полностью переработали эндгейм и достижения. Сюда же и добавляется отдельный остров, что откроется только для легенд. Мир в 6-й части станет самым большим среди серий, что отчасти вызывает опасения, но также и воодушевляет. Мы уже видели огромный мир 5-й, где львиную долю занимают пустыни и джунгли. Но на этот раз разработчики пообещали сделать не только новые активности, но также и более органично разместить их на карте. И я очень надеюсь, что с этим они не облажаются. Не хотелось бы снова видеть один стенд опыта посреди пустыни, в которой нет ничего. Если же брать самые важные изменения, я считаю их 2, по крайней мере, о которых мы уже знаем. Первое — это бесшовное подключение к гонке, по крайней мере, к некоторым режимам. Да, я понимаю все эти загрузки в прошлых частях, но бесят они невероятно. И если будет хотя бы какие-то поползновения в сторону бесшовности, за это я готов отдельно пожать руку разрабам. Но куда важное изменение, о котором почему-то никто почти не говорит, это возможность совместно работать над трассами Event Lab. Это буквально фича, которая должна была быть с появления лаборатории. Я играл на многих картах и видел, насколько люди творчески подходят к созданию разнообразных маршрутов, локаций, и это круто. А вот если можно будет совместно все это делать, это ж буквально революция. Это дает невероятный инструментарий всему творческому сообществу. Тут бы еще сделать более свободное использование ассетов или переработать движок.
Прикиньте, как игра преобразилась, если бы Event Lab хотя бы отчасти стал напоминать Fortnite с его UEFN. Я понимаю, это прям невероятно сложно сделать, и не верю, что в ближайшей 7 или даже 8 части нечто подобное может появиться, но просто представьте. А если вернуться к реальности, мы видели, что делали креаторы в 5-й. У них уже были развязаны руки, но создание совместных трасс — это буквально отстегивает поводок с их шеи. Также безумно интересно, как будут выглядеть встречи автогонщиков. Нам уже, конечно, рассказали, что игроки смогут выставлять свои машины на Дайкоку, копировать тюнинги, винилы, продавать автомобили. Но до сих пор нет подробностей, как это будет работать. Потому что лично у меня воображение это должно быть что-то наподобие прогулок в флайт-симуляторе, когда можно выйти из кабины самолета и пойти в любом направлении. Если же это будет все в интерфейсе, как тот же аукцион, где в теории также несколько игроков участвует, ну хз. Очень странно, если будет так. Да и слишком уж особое внимание уделили этой возможности на презентации. Также мало известно об улучшении системы кастомизации машин и тюнинга. Да, нам сказали, что это будет, но не показали. Остается лишь надеяться, что разрабы взглянули на конкурентов, ту же Crew Motorfest, и решили углублять эту систему. Потому что спрос явно есть, тем более Япония и GDM славятся тюнингом, так что и тут важно им не обосраться. Ну а насчет технических, визуальных улучшений я не вижу смысла вообще говорить. Понятно, что 6-я часть станет еще краше, хотя и достаточно низкие системные требования слегка смущают. Но опять же мы уже достигли той графики, которую трудно переплюнуть. Возможно, разработчики больше упор сделали именно на оптимизацию, поэтому в минималках 1650 и достаточно слабенькие процессоры. А главная моя хотелка, о которой никто пока ничего не сказал, это поддержка VR. Я еще в 5-й части об этом мечтал, надеюсь, рано или поздно все-таки дождусь. Все это лично для меня выглядит уже как огромный прорыв. Движение в правильном направлении, но также я понимаю многие опасения других игроков. Кто-то считает сеттинг Японии очень простым и обращение к нему моветоном, халтурой. Кто-то просто хейтит игру ради набора классов. Но есть и достаточно взвешенные сомнения, которые я не раз видел в разных сообществах. И первое из них, сможет ли Forza Horizon 6 правильно преподнести автокультуру Японии. Ведь всем известно, серия является достаточно беззубой, не имеющей какого-то одного стиля. На самом деле, тут ответ и да, и нет. Forza и правда никогда не придерживалась одного стиля, добавляли те же тачки, что для сеттинга Мексики или Британии вообще не подходят. Но если отбросить предрассудки, Forza Horizon 5 — это самое что ни на есть мексиканская игра. Обилие японских машин, американских, есть даже китайские автомобили. Это та самая Мексика. Конечно, я не был в этой стране, как и в Британии, могу судить только по видосам оттуда, но одна из самых часто встречающихся марок в стране — это Форды от северного соседа, неубиваемые Volkswagen, Chevrolet, также дешевые японки, а самые распространенные машины — это пикапы. И в 5-й Форзе именно этих машин больше всего. Это буквально, что называется, вайб Мексики. Нет ни одной гонки, которая была бы к нему настолько близка. А если взять Британию? Да, примерно то же самое, только европейских марок больше. А также добавляются мини-куперы, британские МГ, Воксхолл. Какой еще вайб требуют люди от этих игр? Я честно не понимаю. Я уверен, что в 6-й Форзе также будут американские автомобили, европейские, которых на рынке у них пруд-пруди, но при этом японских и азиатских куда больше. Просто стоит понимать, что игра не пытается быть чисто гонкой в рамках GDM. Понятное дело, это основа, но даже так будет. И должно быть большое количество европейских и американских автомобилей. В 6-й Форзе они обязаны быть. Должны быть Форды, тот же Виллис, потому что это неотделимо от сеттинга. Если же вы хотите чистую игру с японскими машинами, советую обратить внимание на какой-нибудь GDM Drift Master. Она уже вышла и имеет огромный гараж. Да, кстати, Ferrari G50, которую дают за предзаказ, буквально машина, созданная для внутреннего японского рынка. Но некоторым и это не угодило.
Еще одна важная претензия от сообщества, что игра станет просто Forza 5.5, без реальной эволюции. Разработчики возьмут все из пятой части, сделают новую игру на ассетах и механиках. Что ж, я могу понять и этих людей. Все-таки речь идет о прямом продолжении сервиса игры, которая на протяжении всего жизненного цикла дополнялась контентом. И грех не использовать то, что ты делал всего год-два назад. Но хочу обнадежить этих игроков. Что у нас уже есть? Полностью переработанная с нуля звуковая система, теперь машины рычат еще ярче, новый сеттинг с более ярким переходом между сезонами, чего не было в Мексике. Также важно отметить, что на старте всего 550 автомобилей. Кто-то скажет, что это меньше, чем в пятой части, и будет прав, но больше, чем было на старте. А это как раз намекает на то, что разработчики не просто взяли все 900 машинок из прошлой, а делали все заново. Обновляли текстуры, модельки. Также датамайнеры из обновлений достали файлы с новыми марками. Daihatsu, Neta, Ineos и другими. Это то, что будет в шестой Forza. А вкупе с геймплейными изменениями называть игру 5.5 мне кажется неправильным. И как я говорил выше, прогрессия была полностью переработана. Многие жаловались на то, что пятая часть слишком много сыплет машин с самого начала, и ты даже не успеваешь на всем поездить. Эту проблему и должна решить модель из первой Forza. Контент должен открываться постепенно. Но как это будет работать на самом деле, увидим уже на релизе. Претензии же к оптимизации, техническим проблемам я пока считаю несущественными. У Motorsport были проблемы, у пятой Forza были и есть свои траблы. Но пока продолжение не вышло, говорить об этом слишком рано. Да и я уверен, что комьюнити очень быстро решит любые технические заковырки. Я до сих пор безумно благодарен людям в обсуждениях, которые подсказывали, что и как решить. Да и сам, если имею возможность, сразу помогаю. Наша комьюнити очень крепкая, и я уверен, что мы продолжим поддерживать друг друга. Отдельная благодарность Абстракту. Чел, я не знаю, кто ты, но именно твое руководство помогает мне по сей день решать проблему с вылетами. Пока что у нас из системных требований есть только вот эти. И я пока сам сомневаюсь в них, как говорил выше, но надеюсь, разрабы просто хорошо оптимизировали игру. Будем смотреть и пробовать на релизе. Единственное, надеюсь, она не будет весить под 200 гигов. Этого бы очень сильно не хотелось. Также я видел очень много людей, которые недовольны ценой. Если честно, я их совсем не понимаю. Игра стоит full прайс. $70 в европейском регионе, в Казахстане 60, в СНГ 48. Да, это базовое издание, но по наполнению контента оно ничем не отличается от премиума или делюкса. DLC выйдут не скоро. А всякими карпасами я лично никогда не пользовался. В Forza и так дают кучу машин. Зачем еще что-то там докупать за реальные деньги? Я просто не понимаю, а какую цену люди считают адекватной для нее? Типа игра-гонка и не может стоить так же, как сюжетная AAA. Или что? У меня в пятой части наиграно, конечно, немного, всего 270 часов, но за столько времени она окупилась по абсолютно любой бы цене. Это буквально лайв-сервис, который вы покупаете один раз и на несколько лет. Если взять мой СНГ регион, где игры имеют регионалки, Forza стоит $48, что для подобной игры капец как мало. Пятая без скидок продается за 35. Ну хоть убейте, я не понимаю, почему людей не устраивает такая цена. Я в пятую часть играю на постоянке с осени 22 года. Удаляю ее, потом устанавливаю снова. Это игра, которая со мной уже 3-4 года. Так же будет и с шестой. Я еще понимаю претензию к новым инди-играм, которые стоят по 10-20 баксов, а геймплея там всего на одно 10-часовое прохождение. Или объясните мне, что вас в этом пугает или отталкивает. Я реально не понимаю. Тем более игра все равно будет доступна в геймпассе, через который вы получите полный экспириенс. Ну, пока не выйдут дополнения. Конечно, я сейчас не буду лезть в ваши финансы, что-то говорить. Это чисто ваш выбор и ничей больше, но лично я взял предзаказ через день, как его открыли, и с этим не прогадал. Потому что цену с 32 баксов подняли до 48. Это буквально было моим лучшим вложением. Да, кстати, отвечу наперед многим комментаторам. Меня купили разработчики. Конечно же, я не жду эту игру, и мне на нее глубоко похуй. Я просто отрабатываю тот ящик бананов, который мне прислали Playground Games. Ну а если серьезно, я очень жду релиза.
Потому что мне самому интересно, что по итогу смогут показать разрабы. Пока что все мне нравится, и я хайпую игру. Но вопрос, будет ли это революцией серии, или же мягкий сиквел, до сих пор открыт. Мне, в принципе, хватит возможности погонять по красивой Японии, попробовать самые современные тачки, потусоваться с друзьями, которые, я все-таки надеюсь, может, возьмут шестую, раз с пятой не успели. Лично для меня и прошлая часть почти всем устраивает. Претензии разве что к однообразным локациям. А так, я захожу в игру время от времени, закрываю сезоны, всякие ачивки выполняю. Иногда появляется просто желание заиметь какую-то тачку. У меня такое было с Датсуном из My Summer Car, с Falcon XB GT, на котором я много гонял Ford Racing 3, с легендарными тачками из Need for Speed или фургоном Scooby-Doo. Для меня Forza Horizon — это небольшой островок спокойствия, в который я всегда готов возвращаться посреди других релизов. Провести там несколько часов, погоняться, пофоткать машины, просто зачилиться. Такой была 4-я, есть 5-я. И я уверен, что 6-я не станет исключением. Сейчас к Forza Horizon 6 есть много вопросов. Завышенные ожидания, претензии. И разработчикам с этим надо работать. Что они и делают. На форумах, в обсуждениях Steam, даже на Reddit. Поэтому я считаю, что у игры огромные шансы стать новой главой в серии. Наконец-то стать чем-то самобытным. Тем более за спиной наконец-то появились хоть сколько-то стоящие конкуренты. Я не верю, что в студии сидят настолько дебилы, чтобы обосраться, когда у них все карты на руках. Люди уже показали, что сеттинг им интересен. На 9 февраля предзаказы перевалили за 220 тысяч. Игра влетела в топ Стима, а по виш-листам среди ожидаемых игр 26 года занимает 2-е место, обогнав Resident Evil. Да и многие ошибки прошлых частей признаны разработчиками и будут исправлены по их же словам. Для меня легендарную игру сделает не графон, не физика, а ощущение фестиваля, когда хочется возвращаться и приводить друзей. И по первым признакам Forza Horizon 6 имеет все шансы это сделать.